Всем привет! Вы находитесь на канале Ремонтфострой. Проекты деревянных домов из бруса строим самостоятельно. Об уютном загородном доме в наши дни мечтает практически каждый. Такую постройку можно произвести из разных материалов: кирпича, газобетона, пенобетона, бревна, бруса, или же построить каркасно-щитовой дом. Проекты деревянных домов из бруса 9 на 9 метров отлично подходят для дачных участков, совмещая в себе приемлемую цену с высоким качеством. В этой статье речь пойдет именно об этих постройках. Мы рассмотрим преимущества брусовых домов, особенности выбора материала и определим оптимальный тип фундамента. Брусовые дома в наши дни. На сегодняшний день проекты одноэтажных деревянных домов из бруса пользуются немалой популярностью ввиду возросшего интереса к экологическим материалам. Как известно, древесина считается самым экологичным стройматериалом из ныне существующих. К тому же бревенчатые постройки считаются на Руси традиционными, имея многовековую историю. Брусовые дома обладают всеми преимуществами, которые присущи их бревенчатым аналогам. При этом брус является отличной альтернативой бревну ввиду нескольких причин. Цена бруса несколько ниже, чем бревна. Простота в монтаже, прямоугольная форма данного стройматериала значительно облегчает процесс возведения постройки своими руками. Особая форма профилированного бруса обеспечивает лучшее сцепление между элементами, что позволяет исключить зазоры между венцами. В сравнении с другими материалами, в том числе и различными строительными блоками, брус также имеет ряд преимуществ. Такие стены создают в помещении уникальный микроклимат, как нельзя лучше подходящий для дачного дома. Древесина обладает высокой гибкостью в работе, что позволяет вам воплощать любые проекты. Значительная толщина стен обеспечивается прочностью и надежностью постройки. Благодаря тщательной обработке поверхности клееный и профилированный материал не нуждается в дополнительной отделке. Совет: при использовании обычного бруса необходимо провести внешние и внутренние отделочные работы, что связано с тем, что конопатку брусовых стен практически невозможно произвести равномерно, от чего страдает их внешний вид. Скорость в работе. По скорости установки брусового дома сравнима разве что с каркасно-щитовым. Создаем проект. Любой проект деревянного дома из бруса начинается с чертежа. Благодаря чертежу вы можете определить наиболее удобную планировку комнат и рассчитать количество материала, необходимого для застройки. Чертеж может быть создан вами самостоятельно или же взят из интернета, где на сегодняшний день присутствуют различные проекты деревянных бань из бруса. Следующим этапом после разработки чертежа идет подсчет количества материалов. Зная габариты постройки, что сделать несложно. Расчеты осуществляются поэтапно. Сначала определяемся с периметром здания. К примеру, оно будет иметь размеры 9 на 8 метров. Определяем количество этажей и высоту потолков. В наших расчетах будет фигурировать одноэтажная постройка с высотой стен в 3 метра. Все окна и двери также следует учесть при проведении расчетов. Так ваш дом будет иметь такие технические отверстия: входная дверь стандартных размеров 2 на 0,9 метров, 6 окон, каждый из которых имеет размеры 0,8 на 1,2 метра. Теперь необходимо определить общую длину внутренних стен. У нас это будет 15 метров. Технические отверстия 4 межкомнатных двери, размеры каждой из которых составляют 0,8 на 2 метра. Теперь нам известны все данные для того, чтобы осуществить расчеты. Находим общую площадь коробки здания, умножая длину каждой стены на высоту. В нашем случае внешние стены имеют площадь 102 квадратных метра. Находим площади технических отверстий. Вычисляем площадь окон, поскольку их 6, то получаемое число следует умножить на 6. 0,96 умножить на 6 равно 5,76 квадратных метра. Вычисляем площадь двери. Получаем 1,8 метра квадратных. Складываем полученные результаты и получаем 7,56
квадратных метра. Для получения чистого результата вам необходимо вычесть из общей площади стен площадь технологических отверстий. 102 минус 5,76 равно 96,24 квадратных метра. Это и будет площадь материала, необходимого для возведения постройки. Далее, зная размеры одного бруса, вам будет несложно рассчитать необходимое количество материала. Совет. Для перевода квадратных метров в кубические вам следует умножить полученный результат на ширину стройматериала, толщину стен. Для высчитывания материала для внутренних перегородок повторяем те же действия. Находим площадь, умножая общую длину на высоту, получаем 45 квадратных метров. Определяем размеры технологических отверстий. Поскольку в нашем доме присутствует 4 межкомнатных двери одинаковых размеров, то их общую площадь высчитываем следующим образом. 2 умножить на 0,8 умножить на 4 равно 6,4 квадратных метра. Следующий этап – получение чистого результата, то есть без учета технических отверстий. 45 минус 6,4 равно 38,6 квадратных метра. Совет. Для вычисления количества материала желательно производить все расчеты самостоятельно, не пользуясь автоматическими калькуляторами. Дело в том, что такие программы осуществляют подсчет, не учитывая площадь окон и дверей, а соответственно имеют значительную погрешность. Как выбирать материал? Вне зависимости от того, какому виду стройматериала вы отдадите свое предпочтение, вам следует знать, на что обращать внимание при выборе бруса. Для этого существует несложная инструкция. В первую очередь вам следует обратить внимание на поверхность брусьев. На ней не должно быть трещин, поскольку даже небольшая трещина может привести к усадочным дефектам. Постепенно расширяясь, трещины становятся основными причинами загнивания древесины. Поверхность дерева должна быть лишенной синих пятен. Такие пятна свидетельствуют о процессе гниения, проходящем в древесине. Использовать такой материал при возведении дома или бани запрещено. Если на поверхности материала найдены следы поедания жучками и червоточины, он также является непригодным для строительства. Качественный брус лишен каких-либо перекосов и дефектов. Любой перекос отразится на ровности стен, усложнив процесс их возведения. Виды фундамента. Проекты деревянных домов и домов из бруса рассчитаны на любые типы оснований, однако существуют определенные нюансы, которые необходимо учитывать при установке фундамента. На сегодняшний день различают такие типы оснований. Столбчатый фундамент предусматривает установку опор, на которых располагается ростверк, соединяющий столбы в одну конструкцию. Характеризуется невысокой ценой и простотой установки. К основным недостаткам следует отнести малую несущую способность, недолговечность около 80 лет и невозможность установки на подвижных грунтах, поскольку деревянные постройки являются легкими, то большинство из них, в частности проект деревянных домов из бруса 6х9, могут быть установлены на столбчатом основании. Ленточный фундамент отличается относительной простотой возведения при приемлемой цене. Только ленточные основания позволяют обустроить подвальное помещение, представляют собой бетонную ленту, расположенную под всеми нагруженными элементами здания. Плитный фундамент представляет собой монолитную плиту, которую располагают под всей площадью здания. Самый массивный тип оснований, который предназначен для строительства на неустойчивых грунтах. Для возведения брусовых домов практически не используется. Заключение. Отдавая свое предпочтение определенному проекту брусового дома, вы должны учитывать множество факторов, от которых зависит прочность и долговечность будущей постройки. Профилированный брус 150 на 150 для строительства дома. При строительстве деревянных домов наиболее востребованным материалом является профилированный брус 150 на 150 см, так как он обладает относительно низкой ценой и хорошими характеристиками. Далее мы детальнее рассмотрим особенности профилированного бруса и в каких случаях он используется. Общие сведения.
Профилированный брус является материалом натурального происхождения. Его получают путем придания обычному брусу четкого профиля при помощи специальных станков. При этом он получает очень точную форму. Чаще всего его производят из ели и сосны. Также можно встретить профилированный брус из более редких пород – кедра и лиственницы. Достоинства. Профилированный брус 150 на 150 обладает целым рядом достоинств, среди которых можно выделить следующее. Экологичность. Деревянные стены могут свободно дышать, благодаря чему в помещении сохраняется оптимальная влажность и легкая атмосфера. Благодаря красивому внешнему виду можно не выполнять внутреннюю отделку стен. Быстрота строительства. Дома из такого бруса возводят буквально за 1,5–2 недели. Даже при неспешном строительстве своими руками. Дом возводится за 1 сезон. Каждый брус имеет гребень или паз, благодаря чему венцы очень точно ложатся один на другой. Это позволяет возводить дома даже неопытным строителям. Кроме того, такие пазы обеспечивают плотность прилегания звеньев друг к другу, в результате чего не образуются места холода. Наличие пропилов снимает внутреннее напряжение материала, предотвращая его внутреннее растрескивание и деформацию. Также особая конструкция блока не позволяет воде попадать в щели между бревнами, в результате чего материал меньше подвержен гниению. Специальные технологические зазоры позволяют деревянному строению окончательно встать на место в течение 1 года. Дома из профилированного бруса 150 на 150 получаются довольно легкими, поэтому менее требовательны к фундаменту и грунту. В частности, можно использовать винтовой фундамент. Относительно невысокая стоимость материала. Совет. При выборе бруса для постройки дома следует обратить внимание на степень его сушки. Чем он более высушенный, тем лучше. Недостатки. Конечно, вместе с достоинствами имеются и некоторые недостатки материала, правда их немного. В процессе высыхания балок на них могут появляться трещины. Чем ниже температура, при которой выполнялось строительство, тем меньше будет трещин. Трещины появляются на той стороне, которая имеет большую площадь. Выполнить отделку можно только после того, как дом усядется и наберет относительную влажность. Выполнить перепланировку после постройки дома очень сложно. Учитывая все плюсы и достоинства, использование профилированного бруса является наиболее рациональным, несмотря на то, что материал не является самым дешевым. Виды профилированного бруса. Все отличия типов профилированных балок можно разделить по следующим признакам. Размером профилированного звена оно может отличаться длиной и сечением. Наиболее популярным является профилированный брус 150 на 150, который применяется для возведения внешних стен. Также существует материал с сечением 100 на 150, 100 на 100, 200 на 200 и 150 на 200 см. Видом профиля существует двойной профиль гребенка, финский и прочие. В структуре материала он может быть выполнен из цельного массива дерева и быть клееным. В последнее время появился еще один тип – теплый брус. Внешнему виду может иметь D-образную лицевую сторону или прямую. Сушки. Может иметь естественную влажность и быть сушеным. Обратите внимание, все виды профилированного материала должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТом 8242-88. Виды профиля. При выборе пиломатериала большое значение имеет вид профиля. Несмотря на то, что на рынке существует богатый ассортимент, тут тоже есть определенные стандарты. По виду профиля различают на следующие типы: с одним шипом, с 2 шипами, со скошенными фасками, гребенка, то есть с большим количеством шипов, финский профиль. Для жилых домов рекомендуется использовать профиль типа гребенка. Он создает наиболее надежный барьер для проникновения влаги и холода. Если конструкция будет легкой, то можно использовать профиль в 1-2 шипа. Отдельно следует сказать о финском профиле, который совсем недавно появился на рынке. На нижней части такой заготовки выполняется один большой паз, а сверху шип, который образует 2 параллельные полосы. Глубина паза
больше, чем у обычного профиля. В результате получается более плотное соединение. Кроме того, усадка происходит более равномерно. Клееный и теплый брус. Клееный профилированный пиломатериал изготавливают из нескольких склеенных между собой досок, ламелей. Между собой их склеивают специальным клеем. При этом доски укладываются таким образом, чтобы волокна располагались перпендикулярно по отношению друг к другу. Благодаря такому подходу балки получаются более прочными. Перед изготовлением доски подвергаются специальной обработке, что улучшает свойства материала, в том числе и эстетические. Основным же недостатком этого пиломатериала является высокая цена. Теплый брус по своей структуре напоминает клееный, однако имеет лучшие теплоизоляционные свойства. Этот материал разрабатывался специально для сложных климатических условий. Такой дом сможет выдержать температуру до минус 50 градусов. При его изготовлении делают прослойку из экструдированного пенополистирола, что и обеспечивает материал такими теплоизоляционными свойствами. Применение. Профилированные балки сечением 150 на 150 используются в следующих случаях: для возведения стен жилых домов, теплых веранд, бань, беседок, хозяйственных построек, в качестве несущих элементов при устройстве балюстрады, мансарды, небольшого крыльца и навеса, в качестве основы для полов, потолков, а также формирования межэтажных перекрытий, укрепления оконных дверных проемов, монтажа каркасов межэтажных переходов, лестничных маршей и площадок. Вывод. Профилированный брус является отличной альтернативой другим строительным материалам. Помимо хороших характеристик, он позволяет осуществлять постройку самостоятельно. Для этого не обязательно иметь большой опыт, главное, чтобы при строительстве соблюдалась определенная инструкция. А на этом на сегодня все. И если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в соцсетях.